Врач поставил моей маме диагноз коксартроз тазобедренных суставов. Хромает и больно ходить. Подскажите, что нужно делать? Вылечится ли моя мама? Вот этот коксартроз, его необходимо лечить, и лечение его это такой сложный процесс. То есть он делится на таких, наверное, 5 основных компонентов. Первое — это комплексная медикаментозная терапия. Это хондропротекторы, нестероидные противовоспалительные препараты, кортикостероиды, которые вводятся прямо в сустав, там, допустим, гидрокортизон там, и так далее. Это может быть хондропротектор, это глюкозамин, хондроитин, нестероидные препараты, это диклофенак, мовалис, и в сам сустав вводятся там, разновидности кортикостероидов. Там ЛФК — это массаж мышц, которые находятся вокруг сустава тазобедренного. Это такое физиотерапевтическое лечение, это натирание, там, гуаша и так далее. Я очень рекомендую, кстати, использовать, вот в моем случае, когда, допустим, были у меня такие пациенты, у которых была остро выраженная боль, и не было еще вот ороговевшего слоя изношенного сустава, не нужно было делать еще артроскопию, то в таком случае я назначал человеку 2 вот таких вот физиопроцедуры. Первое — это медовый массаж тазобедренного сустава. Обмазывали тазобедренный сустав, после этого в бутылку наливали теплую воду и вот так вот катали этой бутылки по суставу. Делали это ежедневно от 40 до часа, от 40 минут до часа, и это очень эффективно действовало. Потом второе — натирание самого сустава тазобедренного сливочным маслом, натирание ленты фиксирующей повязки или фиксирующего такого жгута, натирали маслом сливочным и обвязывали вокруг тазобедренного сустава, фиксировали. Третье — делали болтушку, о которой я уже раньше рассказывал, она действительно очень эффективная. Берется яйцо в кожуре, заливается уксусом, настаивается 10 дней в темном месте, после чего кожура протыкивается ножом, все вытекает из этого яйца, потом в блендере или там в миксере каком-нибудь взбивается и очень сильно натирается места боли тазобедренного сустава или там плечевого сустава или даже шейного отдела. Очень хорошее средство при артритах, остеохондрозе, хондрозах, артрозе, подагрическом артрите. Очень рекомендую. И вот такой болтушкой можно натирать. Оно действительно и первое, и второе, и третье очень эффективно. Если у вас есть время и вы зададитесь целью, пожалуйста, можете это пробовать. У меня есть в компании 2 мази. Одна мазь называется бишофитовая, вторая мазь называется артрозиновая, и третья мазь называется габана. Вот все 3 мази, бишофитовая, габана и артрозиновая, их можно использовать, особенно артрозиновую. Артрозиновую можно использовать следующим образом. При артрозе, а вашей маме ставят артроз сустава, смазывается фиксирующая повязка этой мазью и плотно обвязывается вокруг сустава. Сам сустав тоже натирается мазью артрозиновой. После чего принимается препарат, он называется артрозин, по 2 таблетки 3 раза в день. Очень рекомендую совмещать данный препарат с препаратом урализ манкулит. Человеку, у которого появился артроз тазобедренного сустава, ни в коем случае нельзя кушать мясную пищу. То есть человек должен автоматически перейти на безмясную пищу. Ни в каком виде мяса на протяжении 1, 2, 3 даже лет принимать нельзя. Это дает хоть какую-то маломальскую возможность человеку справиться с заболеваниями артроза. Ну а в общем-то, с чем связана общая терапия, хочу вам сказать, это артроскопия, удаление верхнего изношенного слоя сустава. Тоже, знаете, я сейчас это говорю и понимаю, что очень много врачей есть таких хирургов, которые не смогут это сделать. Почему? Потому что там прямо такая ювелирная точность должна быть у хирурга. Он
иссечь должен вот эти вот все плохие ткани, а здоровые оставить. Но это такая редкость, и когда предлагают артроскопию, то обычно ничего там в итоге не удается, это все равно приводит потом в дальнейшем к эндопротезированию, а человека мучают. Там первая одна операция, все равно плохо, потом давайте уже будем эндопротезированием заниматься. Ну а что такое эндопротезирование, вы знаете, это искусственные суставные хрящи, которые сделаны из безопасных прочных материалов, которыми заменяют. Ну и такая очень сложная операция, тяжелая, но в большинстве своем случае, если сустав потерян и бороться не с чем, если палочка и дальше боль, то можно на это пойти. В большинстве случаев эндопротезирование это хорошая такая операция, и в общем-то я могу сказать, что в большинстве случаев имеет хорошие позитивные результаты. Но если вы не будете это делать где-то в ауле, я не знаю, там Узбекистана или Таджикистана или там Туркменистана, сделайте в какой-нибудь клинике, может быть там в центре России или в центре Украины или в центре Беларуси или там где-то даже в центре Узбекистана. Не нужно дешевле, нужно с хорошими отзывами искать вот таких врачей. Ну вот так поможет. Гимнастика. Я считаю, что гораздо лучше это теплолечение, электротерапия, магнитотерапия. Это более эффективно в ходе лечения заболевания артроз. Может ли помочь? Почему? Дело в том, что вы должны понимать, что это такое. В суставе появляются соли, появляется кислота. Кислота, вот смотрите, если взять мясо, допустим, и к этому мясу добавить кислоты, то мясо каким становится? Оно разбухает. Так в наш сустав попадает молочная кислота, попадает уратная кислота, попадает фосфорная кислота, оксалаты. Это все кислоты. Они превращаются в кристаллы, уратная кислота. Они все становятся кристаллами, и как наждачка, сам коллаген, которым покрыт сустав, он становится толстым и мягким. А кристаллы начинают как наждачка это все вышлифовывать. Происходит ороговение верхней части сустава, такой появляется изношенный слой, и он ороговевает, еще больше как бы фиксирует, и человек не может там разогнуть ногу, не может согнуть, не может повернуть и еще что сделать. Это уже такие необратимые процессы. Они в дальнейшем приводят к окаменению, стиранию самого сустава и так далее. Ну и в этом случае, вот смотрите, если сам сустав, он мягкий, а в нем находятся вещества, которые, как правило, связаны с тем, что человек очень много употребляет мяса, очень много употребляет сладкого, алкоголя. Ну и вот человек, что нужно, ожирение у этого человека, что нужно сделать? Ну первое, что нужно сделать, это максимально убрать у такого человека из рациона питания мясную пищу, сладкую пищу, какую есть каши, салаты. И то салаты так даже уменьшать, потому что могут вызывать появление оксалатов. Но оксалаты и салаты, они между собой не связаны, это похожие названия. Оксалаты это появление, увеличение оксалатов, это пурины. И они появляются в случае, если у человека не очень хорошо работают почки. То есть есть мочекаменное заболевание, есть перенесенный пилонефрит, есть почечная недостаточность и так далее. И с чем это связано и что необходимо делать? Необходимо больше питья, необходимо укреплять сустав за счет применения хондропротекторов. Необходимо очень часто от переохлаждения сустава начинает сустав портиться. А мы начинаем его разрабатывать, и тут такой вопрос, зачем? Что мы хотим этим добиться? Еще больше стереть его? Наоборот, успокоить его необходимо. Необходимо теплолечение, как бы прогревание этого сустава. Необходима электротерапия. Такие продаются китайские электрические пластины. Вот их накладывают на ноги, я видел, такое продается. Это своего рода вот такая терапия, электротерапия. И магнитотерапия, можно там где-то записаться на какой-то прием, есть клиники, которые лечат магнитами, оно действительно помогает при заболевании суставов. Ну, вот так мне
Инфракрасное, позитивно отношусь. Если инфракрасное оно прогревает, позитивно отношусь к инфракрасному.